Вітаю усіх у своєму садочку. Я Світлана. Ви потрапили до мене у гості. Майя бежит, забег. Хоть погреться, да, мышка? Сегодня хочу предложить вам тему видео, который вопрос вы спрашивали, а я не знала даже, как к этому подойти. Немножко расскажу вам о структуре своего сада. Как все расположено. Сейчас может быть не так красиво, как летом, но я буду вставлять летние, весенние кусочки видео разных зон сада, чтобы получилось какое-то понятное представление об этом. И вы увидите, как сад постепенно менялся, несколько архивных видео сделаю. И, может быть, что-то возьмете для себя, если вы только-только начинаете планировать свой сад. Думаю, логичнее начать обзор сада с точки зрения, как тут все расположено, немножко сверху. Я бы, конечно, хотела с квадрокоптера все это снять. У нас есть возможность, но сейчас нельзя, как вы сами понимаете, снимать сверху территорию. Поэтому мы будем по плоскости гулять 2D. Вид сверху посмотрим, наверное, немножко позже. Думаю, уже скоро. Итак, собаки ищут траву. Уже травка у нас сегодня -6, но вот так солнечно и красиво. Итак, смотрите, когда участок мы купили, я его толком и не видела, потому что тут было поле. Где вот те сосны, вот такой он длины, а туда до столба, то у меня будет сад. Сад. Поле, но по плану я видела, что ровно прямоугольный участок размером чуть больше 12 соток. Часто вы спрашиваете, какой размер участка. И год, пока мы ждали, тут не было ни света, ни окон, ничего. Мы жили в съемном домике, таком маленьком, страшненьком, как сейчас я его вижу. Но нам там было хорошо, у нас печечка была, мы топили зимой. Я стала рисовать план. Мне по душе сад в классическом стиле, хотя бы какие-то его главные принципы классического сада. Я делала, в прошлом, по-моему, году видео «Какой вы сад?». Там можно определить, какой сад будет точно ваш, в природном или в классическом. Не будем там на средиземноморские стили распыляться. Много разных стилей есть. Кому-то сад нравится минимализм, что один газон и 2-3 больших солитера дерева каких-то или хвойных, или лиственных. У каждого свои предпочтения в саду. Так вот, мне нравится классический сад, потому что математика моя любимая наука. И исходя из этого, я решила, что к дому будет идти ровная прямая дорожка. Именно по ней сейчас мы и отправимся. И расположила ее прямо напротив входа в дом. То есть калитка, я так рассчитала, будет ровно напротив входной двери. И прочертила ее. Но совсем одну ровную прямую дорожку было бы немножко странно, да? И сбоку нее клумбы. Хотя этот вариант я тоже прочерчивала. С двух сторон ровно симметричные клумбы я делала как один из планов. Но потом
посмотрела сверху на это все, решила маленький участок у меня для такой планировки. В классическом, чисто классическом стиле сады имеют гектары площади. Вот эта дорожка, на которой мы стоим. И решила, что надо будет разбавить ее, чтобы дорожка была не ровная, а в то же время добавить правильные геометрические фигуры. Мне нравятся круги, квадраты, прямоугольники. Треугольных клумб у меня нету. Если вы решите какую-то из зон делать круглую, то, я много информации перечитала, поэтому я так с небольшим знанием дела вам рассказываю. То надо, чтобы был не один круг. Вот у нас первый большой круг – это газон. Вот этот круглый. А поддержать эту круглую форму может быть немножко меньшими клумбами по бокам. У меня эта клумба маленький розарий с белыми красивыми розами. Я вам часто показываю Жанна Моро там и Wedding Bells. И хвойные. И вот тут у меня был, сейчас она, наверное, уже и не видна, была круглая клумба с темными розами. Она то сейчас и есть, но постепенно она превратилась не из отдельно стоящей клумбы, а посажены были вокруг еще растения, поэтому этот круг, розы по кругу остались, но как такового круга тут нету. Получается, у меня 2 круга на участке. Что же я сделала дальше? Когда мы гулять по розарию будем большому, у меня в планах, в голове уже все это было, дорожка будет. Вот она, эта дорожка. Мышка показывает. Тут мы ветки еще не убрали. Гортензию, что я обрезала. Вот, кстати, отвлекусь. Гортензия сейчас остановитесь подстригать. Я-то подстригла, когда еще был 0-1, а сейчас вот в Киевской области у нас -6, а ночью -8, поэтому особенно у кого молоденькие кустики, остановитесь с обрезками, подождите конца февраля, нулевых температур. Слабый -1 или лучше +1, +2. И тогда начинайте обрезку. Так вот, дорожка вдоль розария должна была поддержаться еще какими-то полукругами из растений. Я выбрала, что это будут хвойные, которые отделяют, зонируют мне мой розарий, чтобы со стороны калитки ничего не было видно. То есть, когда заходишь в сад, оставалась загадка. Сейчас пойдем посмотрим, получилось у меня или нет. Вот так получается вид, когда заходим на участок. И вон отделяют стоянку, ее не видно. Это один из принципов, опять же, чтобы сад не открывался как на ладони. На ладони у нас открывается только вход в дом. И дом виден. Там еще пристройка будет, дом будет больше. Вот эти из пирамидалисов туй закрывают нам розарий. Только кусочек виден, когда мы идем по дорожке. Вот эта стена из гортензий. Хупси предполагает закрыть теплицу. Неваки из вот этих можжевельников Blue Alps, которые я формирую, тоже будут отвлекать взгляд от теплицы. И теплицы еще закрыты 2 рядами фруктовых деревьев. Сейчас туда подойду, покажу. Но прежде хочу вот что показать, что когда мы идем по ровной дорожке, то, что по бокам у нас пока еще не совсем скрывается за растениями. То есть определенные комнаты отходят влево и вправо. Опять же, симметрия. Симметрично посажены растения. Изгородь из хакура нишики, которую я, вот она, тоже сама
высаживала, я вам рассказывала, симметрично посаженные гортензии. И влево, и вправо отходят, ну, скоро тут будут дорожки. Сюда стоянка, сюда проход к теплицам. В этом году, надеюсь, дорожки хотя бы в черновом таком варианте я доделаю. То есть и определенная комната, которая будет закрыта, опять же, пирамидалисом. Пирамидалисы большая, красивая туя. Можно посмотреть. Пирамидалис ауреа, а не видео. И будет приватная зона, где мы, может быть, поставим маленький бассейн, шезлонги. Вот, про теплицу хотела сказать. 2 рядами деревьев отделены фруктовых. Это 2 яблони. Будет красиво розовый цвет. И 3 персика молоденьких. Я их, кстати, сейчас обернула агроволокном стволы, потому что высажены были они уже в конце сентября, перед самой зимой. Ну, думаю, укоренились. И тут между ними подрастает опять мой детский сад из гортензий. Так, кто-то мне в теплице бегает. Мышка. Им там интересно, в теплице тепло-тепло. Нагрелась теплица. Скоро же начнем работы в ней. Так вот, теплица и притеняется немножко она. У меня тут помидоры деревьями, листвой. И будет закрываться лиственными деревьями. Фруктовых деревьев у меня довольно много. В основном это то, что я люблю. Персики, абрикосы, 4 яблони, груши и сливы. В принципе, все из фруктовых деревьев. Есть еще фруктовые кусты. Частично они посажены, опять же, чтобы скрыть их с глаз с той стороны дома. Там у нас вообще-то северная сторона, северо-западная. Но там я формирую деревья фруктовые немножко по-другому. Их крона получает солнечные лучи. Если у вас совсем глухой темный угол, туда, конечно, нельзя фруктовые деревья сажать. Так вот, полукругом поддерживают форму круга, круглого газона. У меня высажены вот эти мои хвойные деревья. Вот поэтому я продлила эту же аллею из пирамидалисов и смарагдов ровно по полукругу. Расстояния все выдержаны одинаковые, но я люблю четко, ровно. И вот опять же будет аналогично с той стороны. Это молоденький пирамидалис. Ну а тут акракона. И вот эту я не по месту посадила, конечно, этот чешуйчатый можжевельник, но я его буду такой узенькой капелькой формировать. Уже форму задала, оголила ствол тут у него. Он не будет акраконе мешать. Еще одним из основных правил, когда вы проектируете участок, я вам рассказывала, есть правила про дорожки, чтобы в одну и ту же зону вы не могли только одной дорожкой пройти, а желательно 2. То есть сейчас расскажу вам на примере. Допустим, я иду в теплицу. В теплицу я могу пройти, строго, вот так вот, конечно, по газону. Когда газона не было, так ходила. А когда появился газон, я могу пойти с правой стороны по кругу и пройти мимо арки с качелями. И с левой, вот с этой. То есть 2 пути есть, как я могу попасть на свои зоны с урожаем. Огурцы и помидоры. И аналогичным образом распланированы все зоны. То есть сейчас зайдем с крыльца еще раз.
Вот, если мы стоим на крылечке, видите, везде ровные симметричные расстояния, туи посажены симметрично, как ворота в дом. Маленький круглый розарий. И теперь у меня вдоль дома чисто ровные дорожки. Сейчас я вот так пройду. И влево, и вправо. И они обходят весь дом. То есть и с той стороны тоже отмостка там служит дорожкой. И там у нас мастерские. Мы начали строить. Думаю, доделаем в этом году. И по вот этой дорожке, прогуливаясь и спускаясь, тут сделано террасирование, 2 ступеньки, потому что идет понижение участка в сторону теплиц. Можно будет обойти дом строго по периметру. И опять же, желтый розарий, вот он белым укрыт, и дорожка. И, допустим, в зону желтого розария я могу попасть по вот этим ступенькам, а могу обойти по кругу и повернуть возле вот этой большой красивой пихты. 2 пути к одной клумбе. Никогда нельзя делать этот способ. Я не способ, а правило такое нашла в одном из ландшафтных блогов, что всегда надо 2 варианта подхода к одной и той же зоне. Когда глухой угол, глухое место, то специально выйти, вот, допустим, сейчас я вам покажу. Вот за лавочкой у меня тоже небольшая комнатка. И если бы мы сюда сделали глухой заход, то есть одну дорожку сюда зайти, понюхать какую-то красивую розу, или вот у меня тут рододендроны, я вам лучше покажу их, летние, весенние видео цветения. Вот так эта комната выглядит. Так вот, если бы это было просто глухо, когда-никогда бы я сюда зашла, да, и посмотрела на их цветение. А так у меня тут дорожка проходит. Вот Адель показала, и сейчас она лучше видна. Надо магнолию, кстати, немножко поформировать, чтобы она давала проход. Так вот, по этому проходу я могу попасть в следующую свою комнату. 2 дорожки мы можем пройти к моим рододендронам. И аналогично в эту комнату. Это первая зеленая комната, у меня видео есть. Сюда я тоже могу 2 путями попасть по вот этой дорожке мимо фантома и пихты корейской и выйти на центральную дорожку. Поняли вы принцип, да? То есть в каждой зоне должен быть свой вход и выход. Или наоборот, выход и вход. Все зоны отделены высокими хвойными, в моем случае, деревьями и магнолиями. Магнолии, вот они, уже они довольно большие, но цвели только 2 магнолии. Вот это вот Heaven's Scent. Красивая, зацвела осенью уже первый раз. И Альба Суперба, 2 магнолия. Обе уже выше меня. Вот это еще не цвела, Рустика рубра. И не цвела Феликс Жюли. Вот эту магнолию очень жду цветения. Стены комнат. Скальные можжевельники у меня. Вот хожу, смотрю, где мне что надо подвигать. Сейчас это особенно хорошо видно. Ну а сейчас пройдем вон туда еще вдоль дома. Я вам покажу там дорожки. Ну и сейчас спускаемся с крыльца. Эва, Мия, позамерзали? Сейчас я вас запущу уже. Вот сюда мы идем. Кстати, вот мои стриженные формы из можжевельников. Я как раз до того, как простыла, успела их все подстричь. Очень мне нравится, красиво. Форму поддерживает. От снега уже не разваливается.
красивая получилась, структурная такая посадка, в то же время ажурная и плотная. Почему я их стригу тут? Чтобы и форму удержать, и такие огромные, как веники, тут не были мне. Кстати, я сейчас хожу, и знаете, что ищу место. Мне едет уже, ко мне едет пихта испанская. Я ее давно хотела. Нашла маленький вариант, небольшой. Ищу ей такое акцентное, хорошее место. У нее очень красивая хвоя. Ну, я покажу. Так вот, спустились по вот этим ступенькам и попадаем в желтый розарий, как я вам рассказывала. По вот этой дорожке я опять могу попасть на круглую вокруг розового круга. А если в эту сторону, мы попадаем вот сюда, к елочке Ауреа спиката. Кстати, ямы 2 вырыла для пионов. 1 и 2. И не заказала те сорта. Не хватило мне. Значит, что-то другое тут будет. Вот эта полянка. У меня тут росли гладиолусы. Эта поляна у нас для дела тут стоит. Сажать тут ничего не будет. Сажаться возле пихты. Пихта корейская. Одноцветная калифорнийская. Очень высокая, но в то же время узкая у нее крона. Смотрите, кому нравятся пихты. Иголки очень длинные, красивые у нее. Что-то пихты. На пихты меня потянуло. Уже все в почках таких красивых. Она много места не занимает. Рассмотрите этот вариант. А игла у нее очень длинная. Ну, издали можно даже за сосну ее принять. Но это не сосна, пихта. Так вот, эта полянка у нас ничем не будет тут не застраиваться. Тут будет площадка под зону барбекю небольшую. Тут где-то 6 квадратных метров или 6,5 я мерила. Ну, на небольшой мангал, печечку хватит. А в эту сторону, где тут полное безобразие из досок гнилых, будут ставиться бордюры. Уже запланировала я купить, поехать даже сейчас. И будет... Смотрите, у меня тюльпаны. Так, это их собаки тут разрыли, наверное. Надо их присыпать. И вот эта дорожка будет идти, упираться во фруктовый сад, который тоже надо обрезать. Работа непочатый край. Сейчас повернусь, покажу вам. Вот это место, где мои колумна красивые, туи выросли уже высокие. Тут пионы, нидиформисы, гортензии. Эта клумба постепенно у нас меняется посезонно. Очень удачный вариант. Сезонные растения. Вот что еще хотела вам главное что сказать. Я уже тут дорожку вижу. Стою, смотрю. Бордюры. С одной стороны пластиковый, с другой бетонный будет. И дорожка. А сюда будет вход на террасу. Так, разборки собачьи у нас. Вот что хотела сказать про растения. Старайтесь растения не сажать винегрет. Винегрет не в смысле по цвету, а в смысле, что не сажайте розы, гортензии, хвойные магнолии, там елки, пихты, все в одну клумбу. Старайтесь разделять. Это будет просто намного красивее. Не потому что я вас отговариваю, а потому что зрительно будет просто услада для глаз, когда идешь и повторяется, допустим, вот тут повторяются нидиформисы, гортензии, по земле стелется горизонтальный можжевельник. Сорта уже выбирайте, какие вам нравятся. И повторяйте один сорт.
Не сажайте, допустим, горизонтальных можжевельников 5 сортов, которые были в питомнике. Выберите один, он намного красивее. И ковер однотонный. Вот дома вы же не закрывайте пол, у кого ковры есть, 10 разных ковриков, а желательно один большой красивый. Так и с растениями. Старайтесь их повторять. Чем больше массивы, тем эффектнее они производят впечатление. Так, у нас что-то собаки соседние разбушевались. Ну, думаю, немножко вам стало понятнее по структуре моего сада. В ходе эксплуатации вот такого размещения по саду, вот эта зона еще у меня не доделана. Тут дорожка доделается. И смотрю, что сюда еще нужны какие-то высокие растения, но слишком уж близко к соседскому забору. Сильно высокие сажать ближе 3 метров нельзя. Поэтому буду думать. Отвлеклась, что-то я хотела вам еще сказать по структуре. По структуре. Трава немножко, солнце пригревает, немножко она зеленая. Крот какой вырыл, ямищу огромную, вот такую. Так, бандитас, ну что, будем заканчивать по структуре сада. Немножко, думаю, вам стало понятно. Круг, вот этот газон смещен, он не по центру участка, он смещен вот в эту сторону. Из-за того, что дорожка центральная от калитки к дому должна была его пересекать. Если бы прямо ровно по центру, она бы ровно в розовый круг бы упиралась, что тоже не есть правильно. Сильно ходить лабиринтами надо, чтобы и удобство соблюдалось, да? Так, ну сейчас драка за колечко, да, будет? Буду сейчас прощаться, кину им колечко, чтобы они поиграли. Вы видите, что Адель в игры с колечком не играет. Потому что они начинают ссориться, когда все вместе делят одно кольцо. Вот одно кольцо и другое лежит. А вам надо именно это. Так, все, всего хорошего. Сейчас я их поделю, чтобы не было разборок. А потом пойду погуляю, наверное, с какой-то из собак. Место уже присмотрела я для пихты своей испанской. Приедет, конечно же, покажу, какая она красивая. Небольшая, но та пихта сорт Келерес. Если хотите, посмотрите. Она среднерослая, не карликовая. И я ее поэтому буду сажать ближе к центру участка. Покажу куда. Всего хорошего. Задавайте еще вопросы.